Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать самую дешевую еду из магазина Fix Price. За последний год цены в этом магазине не сильно выросли, но, возможно, качество ухудшилось. Сейчас мы с вами это и проверим. Говядина тушеная, высший сорт. В составе написано, что мясо, лук и специи. Премиальное качество ГОСТ. Масса 338 граммов. Но на самом деле, кроме говядины, в составе есть еще и жир говяжий. Говядина тушеная, стоимость 149 рублей. Адрес производства: Алтайский край, город Бийск. Удобно то, что в этой банке есть ключ и не нужен консервный нож, чтобы ее открыть. Снаружи мы видим, что присутствует говяжий жир. Вот такое количество тушенки оказалось внутри. Как мы видим, здесь не стопроцентное мясо, очень много еще и жидкости. Но если вот посмотреть на структуру, то действительно структура волокнистая. То есть это действительно похоже на мясо. Посмотрю, вот здесь какая структура, да, здесь волокнистая структура. И здесь тоже. На самом деле мясо здесь присутствует. Пробовал эту тушенку, хотел найти какой-нибудь подвох, потому что все-таки цена невысокая. Но, в общем, ничего такого отрицательного найти в этой тушенке не смог. Ну, может быть, конечно, то, что и жира многовато. Может быть, вот в этом можно сказать, что минус. Но даже если купить какую-нибудь там подороже тушенку, то все равно там вот это вот все может тоже присутствовать. Покушал я ее, и вот действительно мясо настоящее, не какая-то имитация. Удивительно, что за такую цену такая качественная тушенка. И вкус приятный, чувствуется, что и мясо было свежее, и в общем ничего такого отвратительного нету ни в запахе, ни во вкусе. Ну только что соли много, но в тушенке обычно всегда соли много. Но не супер такой соленый вкус, в общем, есть можно, например, макароны добавить там или в гречку перемешать, и будет отличная и заправка будет, в общем, это типа соуса, и мяса здесь много. Так что такую тушенку можно покупать, по качеству и по вкусу мне все понравилось. А сейчас я вам хочу рассказать про один очень интересный сыр. Называется он «Радость вкуса». Это сыр для жарки. Жарить его можно на сковороде или гриле. Этот сыр без растительных жиров. И он готовится очень быстро. В составе этого сыра молоко нормализованное, соль пищевая и все. Полностью натуральный состав. Производится сыр в России. Изготовитель Еланский сыродельный комбинат. Это Волгоградская область, поселок Елань. Давайте посмотрим, как же он выглядит. На вид вроде бы самый обычный сыр. Теперь я нарежу его на брусочки. Сыр на брусочки я порезал. Ну что ж, давайте попробуем теперь его пожарить. Выкладываем сыр на разогретую сковородку гриль. Обжариваем пару минут с одной стороны. Как вы заметили, масло я не наливал на сковородку, потому что этот сыр жарится без масла. Прошло 2 минутки, теперь переворачиваем на другую сторону. Сыр пожарился, смотрится он очень аппетитно, и теперь его можно продегустировать. Как вы заметили, сыр во время жарки не расплавился, но он все равно стал мягким. Ну и давайте попробуем на вкус. Ну и видно, что внутри он очень нежный. Супер вкусный сыр, и внутри очень нежная начинка. Ну и корочка красивая, зажаристая, ну и немножечко хрустящая. По вкусу чувствуется, что этот сыр сделан действительно из молока, потому что вкус молочный. Ну а теперь давайте брусочки порежем на кубики. Теперь возьмем помидорки черри. Мелкие оставим как есть, а крупные разрежем пополам. Еще возьмем кабачок цукини, нарезаем кабачок на кусочки. Добавляем соль, ароматные травы, наливаем немножечко растительного масла и хорошенько все перемешиваем. Насаживаем кубик сыра на шпажку. Теперь помидорчик. Снова сыр. Теперь цукини. Получаем очень интересный шашлычок. Теперь давайте продегустируем уже более интересный вариант. Смотрите, какая замечательная картина получилась. Очень вкусно, если попробовать и сыр, и цукини, и помидорчик. Прям вкус обалденный. Дегустировал этот сыр, не мог остановиться, практически все съел. И, в общем, заметил то, что вот если зажарить его до такой вот степени, то есть вообще, чтобы вся поверхность была красивая, такая зажаристая, то он становится еще вкуснее. Потому что вот корочка, она хрустящая, прям, ну, вообще прям вкус вообще супер идеальный.
Вот эта вот хрустящая корочка и нежная начинка. Прям идеальное сочетание. А если еще и цукини и помидорчик добавить, то прям вообще полный улет получается. Хрустим багет, сырное ассорти. Масса 45 грамм. Написано, что сырное ассорти, но в составе абсолютно никакого сыра здесь нету. Здесь даже и сырного порошка нету, здесь какой-то вот порошок молочной сыворотки. Также есть различные специи, травы, красители и экстракт морковки. В общем, сыра здесь совершенно никакого нету. Сухарики стоят 39 рублей 50 копеек. Изготовлено в Московской области, город Кашира. В аромате этих сухариков действительно чувствуется сыр. Но пахнет вот этот сыр как сырный соус, который вот очень такой самый простой, дешевый, который делается не из настоящего, в общем, сыра. Поэтому вот этот вот запах, он немножечко такой искусственный. Ну и мы с вами видели по составу, что сыра натурального, да и искусственного, даже никакого сырного порошка в составе нету. Попробуем на вкус. Сухарики эти очень хрустящие, очень рассыпчатые и чуть-чуть солененькие. Ну а вкус сыра здесь чувствуется очень слабо. Даже вот этого вот искусственного порошка сюда добавили немного. Но, по крайней мере, это и хорошо, он не перебивает весь вкус. Также еще были какие-то специи, травы в составе, но вот во вкусе я их почувствовал очень слабо. Это, конечно же, сухарики с ненастоящим сыром, но тем не менее по вкусу они вполне нормальные. И в других магазинах они стоят в районе 50 рублей, здесь 39 рублей. То есть в фикс-прайсе они стоят дешевле, поэтому если вы любите сухарики, то можно смело идти в фикс-прайс и их там покупать, они там подешевле. Каша гречневая с говяжьим фаршем. Масса 338 граммов. Основным компонентом в составе является крупа гречневая. Также очень много говяжьего жира, есть фарш говяжий, не знаю, правда, сколько его тут, наверное, думаю, что очень-очень мало. Ну и кое-какие специи. В целом состав полностью натуральный. Каша гречневая с говяжьим фаршем, стоимость 55 рублей. Изготовлена в Ленинградской области, деревня Потанино. На поверхности виднеется какой-то белый налет, это скорее всего, что говяжий жир. По запаху каша пахнет нормально. Переложу эту кашу в тарелочку, чтобы было лучше видно, из чего она состоит. Вот такое количество гречневой каши с говяжьим жиром находилось внутри. Никакого говяжьего фарша я здесь не вижу. Вижу только лишь черные вкрапления, скорее всего, что это перец. Разогрел кашу в микроволновке, и теперь можно ее продегустировать. Также еще здесь видны вкрапления морковки. Так, в составе был лук, но внешне его не видно. Но думаю, во вкусе должно все ощутиться это. Попробовал эту кашу. Конечно, никакого мяса здесь нету, ни грамма этого мяса здесь не заметил. То, что вот какой-то говяжий фарш, абсолютно никак не чувствуется. Но очень хорошо чувствуется, что очень много здесь говяжьего жира. И в целом эта каша довольно-таки жирненькая. Также еще чувствуется наличие черного перца, потому что есть небольшая острота. А то, что вот есть лук и морковка, ну, видимо, этого очень мало, потому что во вкусе вообще никак ничего не ощущается. Думаю, что 55 рублей это дороговато для этой каши, потому что в фикс-прайсе продается даже тушенка за 55 рублей, где мясо гораздо побольше, чем здесь. А вот за вареную гречку 55 рублей это дороговато. Да и тем более, что говяжий жир это по сути дела отходы производства. Поэтому, конечно же, эта каша стоит дороговато. Ей бы цена, ну, рублей 25, я думаю, была бы самая такая оптимальная. Корнерсы, цельнозерновые чипсы, томат и базилик. Масса чипсов 40 грамм. Основным компонентом в составе является крупа кукурузная. Также есть еще и рисовая крупа. Написано, что все компоненты здесь натуральные, в том числе и ароматизаторы. Чипсы цельнозерные, стоимость 29 рублей 50 копеек. Адрес производства Смоленская область, город Ярцево. На внешний вид эти чипсы напоминают чем-то хлебцы. Ну вот, потому что видны вот эти вот рисовые вкрапления из воздушного риса. Попробую на вкус. Во вкусе сильнее всего ощущается соль и базилик. Базилик очень сильно отдает, а вот томаты чувствуются очень слабо. Сами по себе эти чипсы, они практически безвкусные. Весь вкус придает именно вот эта вот приправа. Чипсы хрустящие, но, конечно же, картофельные чипсы гораздо вкуснее, чем вот эти вот кукурузно-рисовые.
Они считаются, что не жареные, там без всяких красителей, консервантов. Но если купить хорошие картофельные чипсы, они, конечно, будут подороже, но они гораздо вкуснее. Такого рода чипсы мне не очень понравились. Какао-бисквиты с нежной кокосовой начинкой. Торговая марка Фаретти. Масса 60 грамм. Состав здесь очень-очень длинный, и он не полностью натуральный, добавлены куча всяких добавок, в том числе и консерванты, и красители. Ну и за счет этого срок годности целых полгода. Стоимость пирожного 33 рубля. Адрес производства Свердловская область, город Красноуфимск. Внутри оказалось 2 бисквитных сердечка. Посмотрим в разломе, что будет. А в разломе мы видим, что внутри есть еще начинка. Пирожное это очень рассыпчатое, разваливается, вроде как оно бисквитное, но возможно из-за того, что добавили сюда вот эту начинку, и поэтому оно, в общем, даже в руках форму свою не держит, начинает рассыпаться, разваливаться. Одно такое сердечко стоит 16 рублей. Состав, конечно, не очень хороший здесь, но по вкусу мне все понравилось, и начинка очень нежная, и бисквит вкусный. Семечки отборные, обжаренные, урожай года, масса упаковки 120 граммов. В составе только лишь одни семечки. Семечки обжаренные отборные, стоимость 19 рублей 80 копеек. Адрес производства Московская область, Ногинский район, город Электроугли. На внешний вид, как мы видим, семечки не супер крупные. Посмотрим, что тут будет внутри. Ну, вроде как они не пережаренные. Попробую на вкус. Сколько я не покупал жареные семечки различных производителей. И по вкусу они мне всегда не очень нравятся. Потому что вот те семечки, которые купишь свежие, потом пожаришь сам, там вкус совершенно другой уже. Там какой-то он действительно такой насыщенный, ну, в общем, приятный какой-то вкус, скажем так. По пятибалльной системе я бы оценил их на 3, потому что есть можно, но, в общем, особо какого-то приятного вкуса в этих покупных семечках нету. В фикс-прайсе продается Twix гораздо дешевле, чем в других магазинах. И он не содержит красителей и консервантов. Вот так вот тут написано. Внутри находятся 2 палочки, и обе эти палочки весят 55 граммов. Ну и в составе на самом деле нету ни красителей, ни консервантов. Ароматизатор здесь есть, он натуральный ванилин. Батончик Twix, стоимость 39 рублей 50 копеек. Изготовлено в Московской области, город Ступино. Внутри находятся 2 палочки, посмотрим, что у них в разрезе. Ну а в разрезе мы видим, что здесь песочное печенье, карамель и шоколад. В Твиксе бывает иногда такой недостаток, что печенье попадается немножечко перепеченное. Оно такое темненькое. Но в этот раз вроде бы нормальное. Ну и карамели здесь тоже приличный слой. Попробуй на вкус. Твикс у нас в России продается уже очень-очень долго, наверное, лет 30. И за эти годы вкус нисколько не поменялся. То же самое и состав точно такой же, и вкус точно такой же. Вкус мне Твикса нравится, но больше всего мне нравится Сникерс. Но все равно Твикс тоже вкусный. В общем, за Твиксом можно идти смело в фикс прайс. Там он стоит дешевле, чем в других магазинах. Вафли мягкие, суфле, пломбир. Производитель Аладушкин. Состав очень-очень-очень длинный, и он не полностью натуральный. Есть красители, консерванты, ароматизаторы. В общем, полный набор всего нехорошего, скажем так. Венские вафли стоят 39 рублей 50 копеек. Масса 122 грамма. Адрес производства город Санкт-Петербург. Внутри лежат 2 вафли. Внешне они выглядят вполне нормально. Их не пережарили. Посмотрим в разрезе, что будет. В разрезе мы видим, что начинки здесь приличное количество. Вафли очень мягкие. По вкусу эти вафли мне понравились. Они, конечно, сладкие, но не супер. Иногда бывает вообще сахара чересчур много добавляют. А здесь ничего, так еще сносно. Ничего такого от пломбира я здесь не ощутил. Но начинка довольно-таки приятная на вкус. Она очень нежная. И в целом все очень хорошо сочетается и довольно-таки приятный вкус. Единственный минус то, что состав, конечно, не очень хороший. Но если такими вафлями не злоупотреблять, очень много их не употреблять, то я думаю, что ничего страшного не будет. Если съесть, там, скажем, одну такую вафельку в день, то ничего страшного от нее не будет. В общем, для своей цены качество очень хорошее. Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!